Всем привет! Все боялись, все волновались, задавались вопросами последние недели, будут ли новогодние каникулы для украинских беженцев. И вот поприходили имейлы счастья, в прямом смысле радостная новость тем людям, которые живут во временном государственном жилье. Вот такие вот имейлы пришли с таким вот документом о том, что с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года им официально можно выезжать из своего жилья без того, чтобы брать разрешение в ЮКТАТе. То есть это, можно сказать, официально уже Christmas Holiday, то есть каникулы для украинских беженцев, которые находятся в Ирландии. Также здесь написано о том, что ARP и те, кто живет в залоговом жилье и в модульных домах, они сами, им не нужно не брать никакое разрешение, они сами могут поехать без каких-либо вопросов. То есть всех поздравляю с этой новостью. Я знаю, что многие спрашивали, многие писали о том, будут ли в этом году новогодние каникулы для украинских беженцев. В том году были, то есть они каждый год, и эту традицию Ирландия решила не изменять и продолжить и в этом году. Это отличная новость. Получается, с 23 декабря по 8 января, это больше 2 недель, люди смогут поехать, увидеть своих близких, родных, либо просто уехать в какое-то путешествие, потому что просто выехать куда-то на каникулы, так как мы знаем, что те люди, которые живут сейчас в государственном размещении, то они не выездные в прямом смысле. Им нужно брать разрешение, если они отсутствуют больше, чем на одни сутки. Если вы отсутствуете больше, то вас могут в прямом смысле сразу без причины вас выгонят из этого жилья и на ваше место поселят другого беженца. Попрошу каждого распространить это видео по всем социальным сетям, так как, видите, официальный документ, это не просто так, чтобы люди знали и могли уже сейчас корректировать свое путешествие и как-то думать наперед с теми фактами, что им нужно вернуться до 8 января. Если вы не вернетесь до 8 января, то после 8 января официально вы будете уже в зоне риска и вас могут выселить из вашего жилья. Так что лучше не нарушайте законы, делайте все по правилам, по тому, как в вот этом вот письме указано. Вот еще людям присылают вот такие вот смс-сообщения. Первое это был имейлы, которые массово разослали всем, кто живет в государственном временном жилье, то есть тем людям в первую очередь разослали, кому нужно разрешение брать у ЮКТАТа. Но вот этот период с 23 декабря по 8 января 2025 года им не нужно брать разрешение. И им в первую очередь их оповестили об этом. ARP, модульные дома, те люди, которые сами платят себе за питание, в смысле сами снимают жилье, ясное дело, им не надо брать никаких разрешений, они и так вольные птицы. Многие спросили, а если я работаю, нам тоже будет оплачивать, да, вот эти вот все ну, недели отсутствия? Ну, конечно же, нет. Тот человек, который работает, он берет просто на работе holiday, и ему никак это не компенсируется. То есть ты можешь взять holiday официальный, да, который у вас накопился за период вашей работы, и вам его оплатят. Либо взять бесплатный и поехать просто бесплатно, ничего вам оплачиваться не будет. У многих диссонанс заключается в том, что по факту вот эти вот люди выйдут на 17 дней, ну, тех, кто захочет уехать, да, с 23 декабря по 8 января 2025 года, и им государство вот эти каникулы оплатит, то есть они вернутся, и им денежка должна вернуться, как я понимаю. И диссонанс получается, да, противоречие у тех людей, которые работают. Они спрашивают в чатах, а мы можем так уехать? Нам тоже официально позволено? Конечно же нет, у вас контракт, и вы привязаны к своей работе. Но не забывайте, что вот эти люди, которым позволили выехать, у них такая акция всего лишь раз в год. То есть в дальнейшем они не смогут никуда уезжать, нигде путешествовать без официального разрешения от ЮКТАТа. Им нужно брать, писать заявление, а там вы понимаете только смерть родственников, либо серьезные какие-то проблемы со здоровьем, и если эти проблемы невозможно решить в Ирландии, либо слишком большая очередь, и вы сможете уехать там в ту же Украину, либо в другую страну и сделать себе операцию, либо решить этот вопрос. Только по таким вот серьезным инцидентам вас могут отпустить и за вами застолбить место в государственном жилье.
По-другому никак. И вот некоторые спрашивают, как это работает для тех, кто работает. Ты работаешь, у тебя контракт, никто тебе ничего не будет оплачивать. Вот фотография самого документа. Это ирландцы опубликовали, скинули людям в личное сообщение через WhatsApp, чтобы люди видели, что это не просто так, это документ, это уже на официальном уровне. Но кое-что давайте я объясню, чтобы вы понимали. Я снимаю это видео 24 октября. На 24 октября, этот день сейчас, нету пока официального уведомления, официального документа, который размещен был бы на портале государственных, да, информации и услуг Gov.ai. То есть обычно они там все это публикуют, но бывает такое, что решение уже принято, его уже рассылают всем, но на портале его могут опубликовать позже, то есть там через неделю, через 2-3 дня. То есть это возможно, не нужно по поводу этого волноваться. Я думаю, если уже разослали всем людям, которым это реально нужно, то есть тем, кто живет во временном государственном жилье, тем людям, которым нужно брать разрешение ЮКТАТа, я думаю, им просто так бы не рассылали официальные лица, вы понимаете? Это не просто какая-то спам-рассылка, это официальный документ, это официальные имейлы, это официальные, да, видели смс, то есть это представители, это кураторы отправляют украинцам, которые их ведут там, имейлы отослали так же самое те люди, которые связаны с этими местами размещения. И вот, пожалуйста, еще фотография, это, я так понимаю, всем тем учреждениям, в которых живут украинские беженцы, им прислали, чтобы они уже имели в виду, тоже наперед всех оповестили и сами подготовились к этому всему мероприятию, чтобы они понимали, что человек может уехать с 23 декабря, вернуться 8 января, я так понимаю, 8 января, то есть 9 января будут массовые проверки, будет всех чекать, потому что тут строго, видите, указано, что если вы приедете и нарушите, то вы сможете потерять свое место, свое жилье. И внизу еще указано, что ваши вещи, если вы не приедете, не вернетесь, будут храниться 60 дней, и потом они будут куда-то отправлены, либо утилизированы, как я понимаю. То есть с этим играться не нужно. Поступайте ответственно, соблюдайте всем правилам, которые указаны, которые здесь написаны. Вам дается уникальный шанс, чтобы поехать увидеть близких, съездить отдохнуть и просто выехать, да, за пределы отеля, мотеля, либо где вы там сейчас расположены. Ясное дело, что эти люди устали морально жить в вот этих вот всех рамках и ограничениях. И теперь они могут спокойно, со спокойной душой выехать, да, и все-таки съездить в гости. Следующий момент в конце, конечно, я хотел бы сказать то, что многие европейцы, в том числе ирландцы, не понимают этого. Вот именно смысл этих каникул и вообще как это государство преподает. То есть оно берет людей и защищает от войны. Люди бегут от войны, от сирен, от бомб, от ракет. И при этом они едут на новогодние каникулы, то есть на Крисмас и Новый год, в ту страну, где небезопасно. Вы понимаете, какой в голове у них просто диссонанс, каша, недопонимание, просто там, ну, я думаю, полная солянка, вот жесткая. Он как, стоп, человек с семьей, с детьми приехал сюда от войны в безопасное место. Мы дали ему бесплатное жилье, выплаты, все у него хорошо. И он на Christmas Holiday едет в небезопасную страну на каникулы. Он не едет отдохнуть, не знаю, там куда-то на Канарские острова, на Тенерифе. Нет, где безопасно, либо в Испанию, либо еще куда-то, да, просто на лыжах покататься, не знаю. Он едет в небезопасную страну, там, где может умереть. Ну, они, понимаете, задаются этим вопросом и понимают, что значит там безопасно, если само правительство, государство Ирландии разрешает. Оно не сделало такой выбор. Многие страны, кстати, делают такие уже решения, что если уехал, там больше, чем на неделю, либо две, возвращайся, все, значит, ты уже в безопасности, все хорошо. То есть многие страны не воспринимают вот это вот катание туда-сюда адекватно, потому что как может быть безопасно в той стране, где война, раз, и откуда ты убежал.
Ты приехал в чужую страну и попросил защиты, убежища временного, потому что там жопа, там снаряды, там бомбы, там сирены, там самолеты, там постоянные взрывы, крики, вот это вот все. То есть, что им показывают по телевизору. И здесь у них сразу картинка меняется. Он спросит, так а почему? Да у нас там нормально, более-менее спокойно. Да, вот так вот отвечает, возможно, какой-то там украинец ирландцу. И он такой думает, стоп, так если безопасно, что ты здесь делаешь? Возвращайся домой. Я в том смысле, что это хорошо, что дали возможность, но тем самым это подрывает всю картинку. Подрывает картинку всего того, что многие кричат, не забывайте про Украину, хуже стали поддерживать, помните, у нас война. Но вот этими вот решениями, вот такими вот, да, каникулами, получается, что размывается вот это вот все, и получается, что в Украине и правда безопасно. Человек может уехать с Ирландии на 2 недели, отгулять там, ну, увидеть родственников, походить, побродить, пошопиться, сходить в кафе, отдохнуть, вспомнить все было и спокойно вернуться. То есть побыть 2 недели в безопасности и потом обратно вернуться в Ирландию и сказать, ну все, я вернулся уже, все, теперь я точно в безопасности. Хотя в Украине он отгулял все свои каникулы и все было хорошо. Вот это вот, видите, немножко, да, получается, европейцы начинают задумываться, какого хрена все уезжают и приезжают. Так там безопасно, так значит давайте, ребятки, все туда езжайте и живите. Зачем вы здесь нам морочите голову? Это так многие видят. Я вижу в этом только позитив, потому что те люди, которые, да, и правда живут в вот этих вот лагерях, они в заперти, им нужно немножко вдохнуть свежий воздух, немножко развеяться. Это правда, это несправедливо, потому что по Airbnb могут ездить, те, кто в модульных домах по этим контрактам могут, те, кто сами снимают, то понятно, тоже могут, а эти люди как будто второго сорта и не могут ничего делать. То есть я еще раз повторяю, если какие-то правила вводить, вот, например, когда вот Christmas, вот эти holiday, то видите, они всех взяли за основу. Все могут ехать, кто хочет, пожалуйста. То есть и так же самое, если изменения любые другие, я считаю, что их нужно вводить сразу для всех. Это будет просто справедливо. Всех поздравляю с вот этой позитивной новостью, всех с наступающими праздниками, но мы с вами увидимся еще не раз до этого. Всегда на связи, держу в курсе.